Здравствуйте все, кто меня смотрит. Вы на канале Творческий сундучок, я Татьяна. Сегодня мы достали из сундучка вот такие ткани. Эти ткани из советского прошлого. Эта ткань нам будет служить верхом нашего изделия. Она хлопок, плотная, не совсем джинса. Вот здесь этикетка. 2,80 мерный лоскут. Не совсем джинса, но плотная такая хорошая ткань подойдет. Также нам нужна подкладка. Это саржа. Она должна была служить подкладкой для шинели, но не суждено, будет служить подкладкой нашего изделия. И еще нам нужен уплотнитель. В качестве уплотнителя будет служить вот эта ткань. Это суровая ткань. Ее выдавали в качестве летней портянки в советской армии. Ну, сейчас сапоги в армии не носят, по-моему. Армию переобули в ботинки. И вот из этих тканей я сделаю выкройки нашей будущей косметички. Творить будем косметичку. Я вырезала 3 детали для нашей косметички. Это подкладка, уплотнитель и верхняя часть. Уплотнитель я дополнительно проклею строительной серпянкой. Она бывает пошире, но у меня вот такая, она осталась от каких-то строительных работ. Я ее уже использовала. Вот что нам дает серпянка? Она даст нам некоторую жесткость. Вот так. И теперь вот эти все 4 слоя мне надо будет простегать. Стегать я буду ромбиками. Для того, чтобы у нас ромбики были ровненькие, с изнанки я через каждые 2 сантиметра поставлю на подкладочной ткани точечки и соединю их потом линиями. Вот по этим линиям я и буду стегать. Кроме того, нам понадобится 2 детали ручек. Ручки у нас 8 на 30. Еще потребуется 4 вот такие детали из подкладочной ткани размерами 6 на 8. Это для того, чтобы нам оформить концы ручек. И еще нам потребуется бейка. Можно, конечно, и косой бейкой обработать края, но потому как у нас здесь нету закругленных деталей, я бейку вырезала по прямой. Вот я простегала все наши заготовочки. Получилось плотненько. Верхнюю часть я простегала металлизированной ниткой. Ну, она поблескивает красиво, но, по-моему, на камеру этого незаметно. Вот. Также я прошила ручки. И вот эти концовки я вам сейчас дам один полезный совет.
потому как ткань подкладочная у нас очень подвижная, шелковистая и плохо слушается, я сделала вот такой вот шаблончик по ширине ручки 2 сантиметра. Вот таким образом завернула края ткани, потом обернула наш шаблон и хорошо прижала утюгом. Вот таким образом. И вот я теперь закрепила булавочкой. И потом наши ручки вот таким образом будут нашиваться на заготовку, на основную. И еще беечки наши я завернула один край на сантиметр и прогладила утюгом. И еще я сделаю прострочку здесь. Это нам нужно для удобства. Когда будем обрабатывать край нашего основного изделия, это будет очень удобно. Открытыми срезами я приложу к основной нашей детали, прошью, потом заверну наизнанку и еще раз прошью. Девочки, хочу поделиться с вами опытом по поводу стежки. Во всяком случае, вот такой стежки. Кто-то советует прокладывать стежку встречно. Допустим, сюда прошили, затем встречно. Кто-то советует только в одном направлении, тогда не будет волн, не будет складок. При этом, дошив строчку до конца, приходится обрывать нить, возвращаться к началу, опять прошивать до конца, дошили, оборвали нить, вернулись. Я делаю по-другому. Во всяком случае, вот этот вид стежки. Допустим, я начала с этого угла, прошила до конца. Здесь начинается новая строчка. Вот в этом направлении дошила до края. Отсюда уходит следующая строчка. Видите, да? Здесь уголочек. Дальше пошли. И таким образом у нас простегивается постепенно все полотно. При этом убираются все булавочки, причем убираются они быстро, потому что закреп происходит по разным участкам полотна, и вы видите, что стежка получается без волн, без уголков, без загибов различных складок. Вот, если вам пригодится, пользуйтесь. Ну вот, я обшила нашу деталь бейкой по всему периметру, пришила ручки. Расстояние от верхнего края 11 сантиметров, между ручками тоже 11 сантиметров. И теперь нам надо пришить молнию. Молнию кладем лицевой стороной вверх, накладываем на нее основную деталь вот таким образом и пришиваем вот по этой линии. Аналогично пришиваем и второй край. Ну вот, к концам молнии я пришила концовки, затем молнию пришила, вывернула наизнанку. Теперь надо вот эти держалки вставить петлей вовнутрь, совместить среднюю линию донышка и линию молнии и проложить вот таким образом строчку с обоих концов. И вот когда все прошито, мы складываем таким образом вот этот сгиб между углами мы соединяем с боковым швом ровненько.
И вот здесь прокладываем строчку. Затем лишнее срезаем и линию среза обрабатываем бейкой. Ну вот, девочки, уголки срезаны, обработаны тесьмой. Сейчас будем выворачивать и любоваться на работу, что у нас получилось. Таких сумок-косметичек я уже сшила не одну. Решила показать вам. Они очень удобные. Это такая небольшая сумка дорожная, косметичка. Дарила. Сама ношу. Вот еще одна в коллекции образовалась. Вот такая классная, очень удобная, вместительная достаточно. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Чтобы не пропустить новые работы, жмите на колокольчик. Сейчас до свидания, до новых встреч!